Приветствую всех на своем канале. Многие из вас, кто занимается продажами кроликов, обязательно сталкивался с таким возражением, как: а чё так дорого? А чё они у вас золотые, что ли? Чё вы там с ними делаете, что они у вас только стоят? Да вы их продаете там по 150 штук, гребете деньги лопаты, ну и так далее и тому подобное. Это категория людей, которые, наверное, думают, что мы, кролиководы, купили кроликов и про них забыли. Да? То есть кролики сами себя обслуживают, сами за собой убирают, сами дезинфицируют свой инвентарь, кормушки, поилки, клетки, помещения, ну и так далее. Я на таких людей не обижаюсь, чего и вам советую. Как поступаю в этом случае я? Я, когда общаюсь с такими людьми, я им рассказываю полностью, как у меня проходит процесс подготовки кроликов к продаже, ну и сколько я продаю кроликов. И вы знаете, после нашего разговора они со мной соглашаются, что да, это действительно тяжелый труд и не так много кроликов продается. В этом видео я хочу вам показать весь процесс подготовки кроликов к продаже, ну и соответственно в конце видео вы узнаете, сколько же я продаю кроликов. Я думаю, будет интересно. Погнали! За основу мы возьмем количество крольчат 10 штук. Ну, принесла нам самка 10 штук. Отсюда мы и будем плясать. Первый отбор начинается с самого рождения. То есть самка принесла нам 10 штук, и мы начинаем уже делать отбор. Как он происходит? Из 10 штук обязательно 1 или 2 будут гораздо меньше, чем все остальные. Ну, это статистика. Но это не 100%, но в любом случае 1 или 2 они будут гораздо меньше. Те, кто побольше крольчата, естественно, они будут высасывать мамку быстрее, будут быстрее расти. А эти 2, им будут оставаться только, как говорится, крохи от мамки. И не факт, что они в дальнейшем будут хорошо расти. И вообще их жизнеспособность в первую неделю будет очень маленькая. То есть вероятность того, что они выживут, очень мала. Минусуем от 10, 2 штуки. Будем брать по максимуму, потому что где-то больше, где-то меньше. Вот, 10 минус 2 у нас получается 8 штук. То есть при рождении у нас уже ушло 2 штуки. Идем дальше. Дальше у нас идет окрас. Ну, если мы будем рассматривать, к примеру, строкачей. У баранов немножко отбор идет чуть-чуть по-другому. Так, смотрим по окрасу. У строкачей есть такое понятие, как брак. Да, это не говорит о том, что кролик перестал быть строкачом, но в любом случае, как с хорошим окрасом строкач, он уже продаваться не может. Вот давайте вот этого возьмем. Иди сюда, давайте посмотрим. Вот так. Маска у него нечеткая, то есть вообще нету. Вот 1, минус 1. Так, вот он тоже бракованный. Тоже масочки нету. Видно, да? Масочки нету толком. То есть из оставшихся 8, вот эти 2 тоже будут отпадать. Ну, опять же скажу, что не всегда. Бывает так, что во всем помете крольчата все с хорошим окрасом. Но мы сейчас говорим не о хороших окролах, а от браковки. То есть еще минус 2 крольчонка у нас отпадает. Итого 8 минус 2 у нас получается 6 крольчат. То есть уже к месяцу у нас вместо 10 крольчат остается всего 6. Едем дальше. Проходит еще 1 месяц. И мы делаем еще одну отбраковку. Что такое? Что такое? Вот, можем видеть, что здесь практически все кролики, они одинаковые. Но, если приглядеться, вот этот крольчонок гораздо меньше, чем все остальные. Хотя изначально они все по весу, по габаритам своим были одинаковые. Но по какой-то причине вот этот вот... Ух ты, я тебе... Рычит мамка. Вот этот вот крольчонок, он стал отставать в росте. Естественно, в разведение, как племенное разведение, он уже и на продажу он уже не пойдет. То есть мы его минусуем. Соответственно, 6 минус 1 у нас получается уже 5 крольчат. Этим кроликам 2 месяца. То есть к 2 месяцам у нас к продаже получается 5 крольчат. Вот таким вот нехитрым образом из 10 рожденных крольчат у нас к продаже к 2 месяцам уже остается 5. Но
Я не продаю кроликов с 2 месяцев, я их продаю с 3 месяцев, соответственно, месяц запаса у меня еще есть. В этот месяц с кроликами может случиться все что угодно. То есть кролик может вздуть, может вздуть, кролик может отравиться. Ну, в общем, за этот месяц с крольчонком может случиться все что угодно. Вот. Но мы здесь мы не будем думать о плохом. Мы 5 штучек так их и оставим, хотя можно даже минусовать одного. Вот. Итого в итоге получается за 3 месяца у нас к продаже остается всего 4 или 5 крольчат. Но опять же, это все условно. Вот. Где-то в одном помете может быть больше, может быть 6, может быть 7. Ну, а так в среднем 5 крольчат. Почему я говорю именно 5? Да потому что статистику, как сказать, я веду. То есть у меня же не один окрол был, у меня их было много. И поэтому я могу сделать такие выводы, что в среднем 5 крольчат уходит у меня на продажу. Поэтому много это или мало, ну, я не знаю. Для меня, в принципе, я не гонюсь за деньгами, я уже не раз об этом говорил, поэтому для меня качество кроликов на первом месте. Ну а второе, я хочу, чтобы мой покупатель оставался доволен, поэтому я и веду такой жесткий отбор, да, по кроликам. Если где-то кролик отстает в весе там на 300, на 400 грамм, ну бывает такое, да, я его уже не пущу на продажу, потому что я хочу, чтобы покупатель, когда купил у меня кролика, он оставался довольным, чтобы потом он мне не писал, не звонил и не спрашивал: вот у меня кролика вы мне продали, а он что-то с ним не так, да, он там не растет и так далее и тому подобное. Вот для этого и ведется весь вот такой вот отбор. В общем, я вам рассказал, пусть коротко, рассказал, как у меня проходит отбор кроликов. Именно вот так я делаю и никак иначе. Вот таким вот нехитрым образом у меня и проходит отбор кроликов на продажу. Много это или мало, ну, я не знаю, мне хватает. Напишите свое мнение в комментарии, как вы думаете, правильно я делаю отбор или нет, и много ли я на этом могу заработать. На этом все, друзья. Пока-пока.